Лучшие коэффициенты на бой Хабиба Нурмагомедова в букмекерской конторе «Марафон». Ссылка в описании. И благодарим за помощь в организации съемок СК «Акула». Мне наш очень понравилось. Вот смотрите, ты когда меня вот здесь приконтролил, вот сбоку, Я понял. ты вот так делал, понял? Нет, я не там это делал. Я не знаю, Я делал ногой. Да. Смотри, я это не там делал, я это делал ногой. Да, вот это было. Тебе кажется, что я здесь это делал? На самом деле я вот делал. Вот это было очень круто. И Хабиб так делает. У него есть одна особенность. Ну, я сейчас расскажу, там это со стойки даже особенность начинается. Ну что, работаем? Вообще ударной главной силой Хабиба Нурмагомедова обычно считается борьба. Вот. А у нас торжествует такое мнение, то, что борьба это прежде всего проход ноги. Но если посмотреть на все это дело с более высоких позиций, то мы понимаем, что у нас для борьбы есть 3 этажа, как минимум. Проходы в ноги, работа с корпусом, работа с головой. Значит, бойцы высочайшего уровня, да, это в первую очередь те борцы, которые владеют как минимум 2 из этих уровней. Что такое работа с головой? Работа с головой, понятно, это бедро или сруб, да, значит, это когда мы захватываем голову, протягиваем под себя, заходим за спину, или там берем болевые приемы, или когда мы прихватываем, бросаем через себя. Все эти вещи мы подробно уже разбирали на нашем канале. Значит, работа с корпусом – это очень многогранная работа, которая включает в себя бедра, которая включает в себя суплексы, подрезание спины, посадки, практически забытый прием, который очень мало кто использует. И, конечно, работа с ногами – это тоже далеко не только проходы, в которых есть просто масса вариантов, 2 ноги в одну ногу, с заворотом за спину и так далее, так далее. Ну, также и подхваты, подхват по 2 ноги, вот, зацепы и так далее. Значит, для чего нужно использовать, по крайней мере, 2 этажа? Для того, чтобы вы не были простыми, понятными. У вас всегда должны быть 2, желательно полярные концепции уничтожения вашего соперника. То есть, например, проход, работа здесь, да, это могут быть удары, может быть борцовская работа. Вот чем был так велик Жорж Сан-Пьер. Многие проходили лучше его, да, многие били лучше его, а он лучше всех делал удар-проход. То есть никто никогда не понимал, он будет проходить или будет бить. Он показывал проход, бил. Он показывал удары, проходил. Он показывал проход, удары и снова проходил. Вот вы, всем вам, нашим зрителям, желаю быть многосложными. Чем вы проще, тем вы понятнее, тем, как бы вы хорошо не владели тем или иным приемом, вас быстрее распустят. Вот у Хабиба Нурмагомедова обычно говорят, что у него очень хорошие проходы в ноги. Это в целом правда, но не полная. У него очень хороший заход в борьбу, через проход чаще всего он заходит в борьбу, и там уже дальше разбирает соперника большим количеством разных способов. Значит, по поводу захода в борьбу. Чаще всего это заход в борьбу через связку апперкот боковой или через похожие связки. Например, 2 боковых, бам-бам. Сам он говорил неоднократно такую вещь, что уже не хватает никому вот этого. Раз, проход, уже не проходит эта вещь. Нужно заходить на среднюю дистанцию, нужно зарубаться. Поэтому для того, чтобы это было максимально безопасно, это надо делать очень быстро. Что он и делает? Он показывает апперкот, причем, обратите внимание, апперкот зачастую даже не достает до соперника. В этом нет задачи его ударить. Здесь мы на самом деле закручиваем вот этот удар, для того, чтобы здесь снова закрутиться на эту ногу, и уже с этой стартовой ноги, заряженной стартовой ноги, влететь проход. Когда мы влетаем в 2 ноги, не обязательно делать собственный проход. Можно поднимать человека, можно сбивать его в сторону, можно просто взять и по его ногам подняться, взять корпус или зайти за спину. Вариантов очень много. Значит, стандартной связкой может оказаться примерно следующее. Значит, апперкот, боковой, заряженной ноги, влетаю в ногу, догоняем до стены,
И здесь, например, перехожу уже в борьбу сюда. Чаще всего это не собственно проход, а именно подъем по корпусу в положение клинч. То есть минуя ударную технику. Почему? Потому что оппозиция у Хабиба уже давно очень высокая. И просто так никто прохода уже, конечно, не даст. Нужно включать что-то большее. Американская школа очень хорошо знает вольную борьбу. Вообще, кто не знает, вольную борьбу придумали в Штатах. Поэтому что-что, а мастера вольной борьбы там всегда хорошие. Нужно делать больше, чем они. Нужно быть боевым самбистом. Соответственно, вот он раз, поднялся здесь. И здесь большое количество очень интересных классических для самбо, но только с обработкой в смешанные единоборства, работа со стеной. Просто в клинче так получаться не будет. А когда мы приперли человека к стене, здесь уже начинается именно эта работа. Мы можем атаковать ноги здесь или здесь. Можем выпрямлять человека, например, головой, атаковать отсюда. Значит, атаковать эти ноги мы можем двумя основными способами. Например, подхват под две ноги, если у нас нога находится, если у нас положение спины нам позволяет, мы ногу переставляем чуть выше его колена, очень желательно прихватываем вот эту руку и срезаем пистолетиком вот туда. Срезаем, соответственно, делаем движение подхват под две ноги. Подхват можно делать и под одну ногу, да, но в случае с Хабибом, подхват можно делать под одну ногу, но в случае с Хабибом, да, это в первую очередь вот этот классический самбийский подхват под две ноги. Обратите внимание, что здесь нога заряженная, она не уходит вот туда далеко. Такое тоже бывает, но здесь мы теряем, да, равновесие и мы теряем вот этот пистолетик в этой ноге, которым мы стреляем. Желательно как бы использовать все свои плюсы, соответственно, поставили. И здесь всем телом две противоположные стороны. Ногой туда, телом сюда, с очень плотным захватом. Растянетесь, все, вас накажут за это. После этого еще есть серия очень интересных, чисто боевых самбийских вещей. Значит, работа с ногами, если мы не имеем в виду проход, который мы также многократно разбирали, это может быть работа отбивом, это может быть работа, вот как в своем последнем бою Хабиб показал, захватом этой ноги, вот, и выводом ее по принципу, значит, выводом этой ноги не сюда, а в сторону. В чем вообще сила вот этой работы ногами с ногами? Обычно классический вариант, например, того же отбива, он предполагает, что здесь мы выводим ногу вперед и как бы либо заходим сюда, бросаем через себя, да, либо просто выдергиваем. На самом деле этого недостаточно. Смотрите, самое главное движение. Когда мы выдернули ногу, самое главное, что мы делаем, мы заводим эту ногу за ногу соперника. И дальше он просто сам падает. В ситуации с отбивом можно сделать такое чуть еще более сложное движение, усовершенствовать его за счет вот этой руки посадки. Раз, вывел ногу сюда, прихватил руку, сработал посадку здесь. Выдергиваю ногу, завожу ее за эту ногу, и либо дергаю сразу, либо прихватываю вот эту руку на посадку. Раз, через себя, оп, переворачиваюсь через него. Вариант, который делал Хабиб, делался не этой ногой к этой, а этой к этой. И скорее зацепом, чем отбивом. Раз, прихватил. Понятно было, что, соответственно, проход его соперник, скорее всего, законтролирует. Подхват, вероятно, тоже была подготовка. Нужно делать нестандартные действия. Взял ножку, зацепил, забрал. Зацепил, забрал. Используя стену, я могу это делать. Здесь вывожу ногу в ту сторону. Вывожу ногу в ту сторону и просто провожаю соперника сюда. Прижали соперника к стене, вот вырвали ногу. И вот здесь начинаем заводить ее туда и одновременно заворачивать сюда. Таким образом, как бы человек проваливается сам под собой. Это вариант, который сделал Хабиб. Я прохожу в ноги, если у меня получается, я просто перевожу вниз. Если нет, я либо поднимаю соперника вверх, бросаю, либо начинаю работать с ногами, подхватом по две ноги, или такими типично боевыми самбийскими приемами, как отбив и как вот этот вот вариант зацепа, которому, я по крайней мере название не знаю. Немного коснемся
ударной техники Хабиба, у него прекрасно получается во всех боях. И еще когда он выступал по любителям, это было видно, такая связка. Значит, он, так как соперник всегда ждет борцовского действия и всегда напрягает нижний этаж, то есть постоянно думает о том, что да, сейчас будет проход, Хабиб делает следующее. Он дергает его вниз и с заряженной задней ноги бьет свой апперкот, боковой, и потом делает все то, что показал Маршал. То есть движение, постоянное раздергивание, это вообще классическое раздергивание, которому учат, это база, по сути дела. Раз, два, три, четыре. Создается, как ты и говорил, у Джорджа Сен-Пьера даже была такая штука, что он дернул, ударил и через какой-то момент раскачал, да, и нашел момент для того, чтобы зайти вниз. Касательно передвижений Хабиба по октагону, в него на самом деле можно попасть, он где-то хаотичен в своих защитных действиях, но у него прекрасный футворк, работа ног, прекрасная работа ног, он постоянно чертит полукруги, выходит от соперника по большой дистанции, на которой его тяжело достать не только рукой, но и ногой. А так как Тони Фергюсон обладает длинными конечностями, то это ему очень поможет. Отличительной особенностью Хабиба и его ударной техники является его так называемый удар, в простонародье его называют закидон. По-английски его называют оверхенд, в школе бокса это был кросс, потому что там все кроссом называли. А как он выглядит? Так вот, где ты учился, эти в школу ходили, а ты в школу бокса. Просто кидает свой мощный акцентированный удар всем корпусом задней ноги. Да, и может даже это получиться вот так. Если он здесь попадает, не думая о защите совершенно, бьет еще раз. А потому что за его защиту отвечает в этом плане перекидка тела с одной стороны на другую. То есть там, где куда я бью, там его головы уже нет. Все правильно. И голова на самом деле при этом ударе, она заходит сюда. Потому что мы бьем сюда, а здесь как пуля по каске. Если она вскользь попадает. А если вы будете бить коленом на этот удар, то вы не достанете, а вам придется очень крепко. То есть, потому что этот удар, он очень мощный и акцентированный. Еще одна отличительная черта борьбы высочайшего уровня, чувства борьбы, является забивание мозга соперника большим количеством разной фальшивой и не очень информации. То есть боец становится как вода, да, которую мы проливаем, и она находит не здесь, так здесь какую-то щель для себя и в итоге спускается туда, куда нужно. Вот, в нашем случае в парках, соответственно, если я прохожу сюда, да, здесь я не чувствую люфта, я сразу работаю отсюда, раз, с помощью работы головы, с помощью того, что я перекидываю с одной стороны на другую, я начинаю разминать его, вот, и в итоге находить люфты там, где я его раскрываю. Так устроено тело человека, что когда он собран, да, он чувствует себя хорошо и сильно. А я потихонечку, как масло по хлебу, размазываю его по стенке. Раз, сюда, оп, и вот здесь уже заблокировав, например, плечом, могу проводить свои приемы ногами, свои приемы руками, работу с поясницей и так далее, так далее, так далее. И бить. Я могу бить. Вот, соответственно, удары также помогают для того, чтобы забить его мозг большим количеством ложной информации, для того, чтобы он отвлекся от основной цели, от того, что он собран, что он должен быть собран. Еще важным моментом является контроль. Значит, когда Хабиб, например, раз отсюда заходит за спину, здесь уже сразу видны очень высокие черты контроля. Значит, во-первых, мое тело всегда находится на нем. Я всегда сохраняю наклон на него и не даю ни в коем случае ему чувствовать себя легко и непринужденно. Я обязательно гружу его своим телом. Как говорил в свое время Сан Саныч Карелин, да, одна из основных причин его побед — это то, что он грузил своим телом тело соперника. Это понимают все борцы высокого уровня. Соответственно, когда я здесь его гружу, да, когда я здесь его гружу, да, когда я гружу его здесь, он носит два тела сразу. Свое и еще мое, которое я полностью на него переношу. Если бы его сейчас не было, я бы сейчас упал вниз. Но сейчас он носит меня и себя, соответственно, он остается за двоих. Я не даю ему впрягаться и делаю очень важную вещь. Я его контролирую с разных точек. Здесь я под ребра контролирую его этой рукой. Здесь я, соответственно, либо бью
либо перекрываю ему руку, для того, чтобы мне комфортнее было его бросать. И самое главное, что чаще всего упускают, делают разные вещи, типа вот этих вот подрезаний ногой. Вот, это все очень хорошо, но рискованно. Бросают через себя туда. Все это не те углы, все это ведет к рискам того, что соперник вас накроет. Чтобы исключить все эти риски, делается простая вещь. Контроль коленом. Ставим ногу у ноги соперника. Все, ни больше, ни меньше. Ни там, ни еще где-то, да? Ногу у ноги соперника и коленом либо сбоку и чуть-чуть изнутри. Не просто изнутри, а сбоку и изнутри. Перекрываем его ногу. Раз, я его подрезал, просто загрузил, он уже упал сам. Круто. Какой бы ни был тяжелый соперник, мы всегда сможем это сделать. То же самое, если я хочу красиво амплитудно его бросить, мне не надо его бросать сюда на себя. Я раз перекрыл его, и вот здесь уже без всякого риска для себя бросаю здесь. Вот, это очень важный момент, который потом переходит в партер. Раз, мы его законтролировали, да? Здесь я также контролирую эту руку и также контролирую постоянно вот это колено. Я гружу его и дальше разбираю, что с ним делать, куда переходить. Можно загрузить голову, перейти сюда. Вот, можно остаться в этом положении, продолжить его забивать, можно начать правлять ноги и так далее, так далее, так далее, в зависимости. Кстати, чтобы не бояться вот этого кувырка, мы загружаем вот эту ногу вот так. Если мы ногу переставляем, то он кувыркает, захватывает нашу ногу. Вот, и, соответственно, может уже провести прием. Для того, чтобы не бояться этого, мы туда ставим колено. И кувыркаясь в этом случае, когда мы оставляем там колено, у него не остается ничего, кроме плачевного положения, потому что здесь я могу также раз пережать его ту ногу, сделать болевой на это, просто миновать, у него моей ноги нет. Значит, вот этот весь контроль, он основан на нескольких вещах. На контроле двух точек, как минимум двух противоположных точек сразу. Здесь контролирую колено, здесь держу рукой. Еще могу добавлять третью точку, да, контролировать рукой здесь. Но чаще я и бью. Плюс я переношу на него вес тела. И постоянно контролирую, прикидываю варианты, откуда он может столкнуться, перевернуть. Когда сопернику снизу по каким-то причинам надоедает, что его бьют в этом положении, да, он обычно пытается как-то выйти. После пару попыток просто подняться, которые заканчиваются этим же положением, да, человек начинает, не хочу бросать, человек начинает кувыркаться. Отсюда или наоборот в мою сторону, да, так или иначе, задача сюда порой тоже, да, когда подворачиваешься на ноги, так или иначе задача верхнего соперника, оппонента, занять позицию сбоку, да, то есть не оказаться в гарде, который, в общем, так для всех уже сегодня выучен, скушен и, как правило, заканчивается просто лёжкой. То есть, соответственно, когда, и в некоторых случаях мы еще сами, да, с помощью головы, захвата головы или с помощью ключика дальней руки проваливаем соперника сюда. Здесь наша задача уйти боковое удержание или удержание сбоку. Захватывается рука, прихватывается рука здесь и начинается контроль распятия. Здесь очень важно, что мы действительно очень хорошо вот этой заушной косточкой головы выпирающей блокируем дальнюю руку. Также важно вот этот сустав, плечо, отключать, подрезать для того, чтобы подключалась рука. Здесь очень желательно бы контролить двумя руками, но все зависит, конечно, от тех действий, которые выполняет человек. Очень важно научиться работать вот этой одной рукой, потому что в данном случае без должной физической подготовки рука очень быстро отсохнет. Вы здесь бьете не спиной, а именно конкретно одним вот этим вот плечом. Это требует физической подготовки, мы нарабатываем это специально на манекенах, то есть добивание именно одной вот этой рукой. Вот оно распятие. Вот, да, удар здесь не такой сильный, но тем не менее он есть. Кстати, момент с блокировкой дальней руки. Очень желательно вот эту ногу подводить под локоть, то есть чтобы он был ближе сюда. Вот там, это вот для нас точка, когда его рука может достаточно легко выйти. Раз мы подтянули, плотно зажали выше локтя, ему руку достать уже очень тяжело. Все, работаем здесь добивание, можем оставаться в этом положении, сколько у нас получится, одновременно чуть пережимая боком ему диафрагму. Вот, можно переходить на боевые самбистские классические приемы, как контроль захватом головы, диафрагма. Болевые на шею сейчас запрещены, поэтому показывать не буду. Работа с рукой, узел, рычаг, ну и прочая хрестоматия. Но в любом случае, самое главное в этом во всем, это контроль. Без контроля, без, если надо,
смены позиции, да, вот. Это все лишено смысла. Поэтому самое главное, что здесь нужно отрабатывать, это простое правило, то что контроль важнее любого приема. С хорошего контроля вы сделаете прием, а наоборот этого не получится. Для парней, которые обладают такой антропометрией, как я, то есть высокие и Красивые. высокие с длинными конечностями, я предлагаю держать это распятие, которое показал маршал, вот таким образом. Вот эту руку, локоть соперника превыше, это именно для тех, кто обладает длинными конечностями. Вы также забираете выше локтя руку здесь, а вот эту руку кладете себе за затылок и прижимаетесь плотно-плотно к своему сопернику и проводите вот здесь свое добивание. Соответственно, соперник подтягивает голову для того, чтобы и будет раскачивать вас. Вы, сохраняя контроль, оттягиваете его за ваш как бы лоб соперника и продолжаете добивать. Он встал, оттянули, ударили. Если есть локоть, тут все достаточно еще проще. Без личности и без своих персоналей, то есть за кого буду я болеть, могу сказать так. Безусловно, Хабиб Нурмагомедов вышел на самого серьезного соперника в своей карьере. Я так лично считаю, возможно, кто-то поддержит мое мнение. У него есть ключи к победе над Тони Фергюсоном, но и у Тони Фергюсона достаточно аргументов, которых он может предложить. Безусловно, Хабиб сможет перевести мексиканца, он же мексиканец, и Да, я все говорил. да, сможет перевести мексиканца, но сможет ли он его грамотно законтролить и добить, это, конечно, Все вопрос. решит подготовка, воля свыше. Ну, мы с вами сделаем свое дело, мы будем болеть, держать кулачки за Хабиба Нурмагомедова, все наше отечество и также миллионы фанатов по всему миру. Хабиб, удачи, с Богом, болеем, поддерживаем, Blood and Sweat с тобой. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем ММА и боевой самбо.